Умирающая мать, два здоровых черных близнеца и преданная медсестра. Когда надежда казалась утраченной, в той больничной палате разразилось неожиданное чудо. Двери приемного покоя распахнулись, и парамедики вбежали с носилками. На них лежала бледная молодая женщина со светлыми волосами и большим беременным животом. Ее лицо было мертвенно-белым. Медсестра Сара немедленно приняла меры. «Какова ситуация?» – спросила она. Ее голос был спокойным, но настойчивым. Беременная женщина примерно на 36-й неделе найдена без сознания в переулке. Ее жизненные показатели стремительно снижаются, объяснил один из парамедиков. Сердце Сары билось быстрее, когда она помогла толкать носилки в родильную палату. Она поняла, что этот случай будет тяжелым. Пока они спешили по коридору, она заметила, что одежда женщины была грязной и порванной, и на ней не было обуви. Казалось, она могла жить на улице. Но Сара отогнала эту мысль, сосредоточившись на задаче. В родильной палате врачи и медсестры окружили бессознательную женщину. Сара держала холодную, безжизненную руку женщины. «Держитесь с нами», – прошептала она, надеясь, что женщина сможет справиться. Следующие несколько минут были хаотичными. Врачи быстро решили провести экстренное кесарево сечение, чтобы спасти детей. Сара помогала, ее руки были устойчивыми, даже несмотря на нарастающее напряжение в комнате. Когда появился первый ребенок, в комнате послышались вздохи. Маленький мальчик имел темную кожу, в отличие от светлого цвета кожи его матери. Его брат-близнец, также темнокожий, родился несколько мгновений спустя. «Два здоровых черных близнеца», — объявил доктор, звуча удивленным. Но не было времени думать о сюрпризе. Состояние матери стремительно ухудшалось. Сработали сигналы тревоги, когда ее частота сердечных сокращений упала. «Мы теряем ее!» – закричал кто-то. Врачи делали все возможное, но ситуация быстро ухудшалась, до того, что вскоре они потеряли пульс женщины. Она перестала дышать, и сердечные компрессии, похоже, не помогали. Мысль Сары мчалась. Она видела сложные случаи ранее, но этот казался другим. Возможно, это была загадка вокруг истории женщины или мысль о том, что дети потеряют свою мать так рано. В отчаянном шаге Сара приняла смелое решение. «Принесите детей сюда», — приказала она. Ее голос был решительным, несмотря на хаос. Она сказала медсестре положить новорожденных по обе стороны от умирающей матери. Сара направила руки женщины, чтобы коснуться рук ее сыновей. В комнате воцарилась тишина, кроме тихого плача детей. Сара затаила дыхание, ожидая. Мгновение ничего не происходило. Затем пальцы женщины слегка шевельнулись. Сара наклонилась ближе, едва веря в это. Глаза матери открылись, и она задышала. «Это чудо!» – закричал кто-то, когда ее жизненные показатели начали улучшаться. Слезы наполнили глаза Сары, когда она увидела, как лицо женщины снова приобрело цвет. Близнецы, теперь спокойные рядом с матерью, тихо урчали. Медицинская команда вернулась к работе, стабилизируя состояние женщины. Сара оставалась рядом, пораженная силой связи между матерью и ребенком. Часы спустя, когда обстановка успокоилась, медсестра сидела у постели женщины, нежно укачивая одного из близнецов. Мать, все еще слабая, но бодрствующая, держала другого ребенка на руках. «Меня зовут Эмма», — сказала женщина хриплым голосом. «Не знаю, как вас благодарить», — улыбнулась Сара. «Вам не нужно благодарить меня, Эмма. Я просто рада, что вы все в порядке. Но если вам не трудно сказать, как вы оказались в том переулке». Глаза Эммы заполнились болью, и на мгновение Сара подумала, что она не ответит. Но затем тихим голосом она начала говорить. «Я убегала», — призналась она, глядя на своего ребенка. «Мой парень. Он не был хорошим человеком. Когда он узнал, что я беременна,
Он разозлился. «Он выгнал меня», – прошептала Эмма. «У меня не было куда обратиться. Не было денег. Я жила на улице несколько месяцев. Вчера я начала чувствовать себя плохо. Я думала, мы умрем там». Сердце Сары разрывалось от сострадания. «Теперь вы в безопасности», – сказала она, сжимая руку Эммы. «Все трое вы в безопасности». Когда Эмма восстанавливалась в больнице, Сара почувствовала сильную связь с ней и близнецами. Она навещала их, когда могла, помогая Эмме научиться кормить и заботиться о детях. Но доброй медсестре не давала покоя мысль о том, что будет с Эммой и детьми после того, как они покинут больницу. Куда они пойдут? Как женщина без работы и без поддержки справится с собой и своими детьми? Однажды, когда Сара меняла подгузник одному из детей, Эмма нервно заговорила. «У меня нет. Куда пойти, когда мы уедем отсюда? У меня нет работы, нет дома, нет семьи, к которой можно вернуться. Как я смогу воспитать двоих детей? Меня разбивает сердце одна мысль об этом, но мне придется отдать их на усыновление». Сара на мгновение остановилась, в ее голове родилась идея. Это было немного безумно и, возможно, даже противоречило правилам больницы, но она не могла избавиться от ощущения, что это должно произойти. «Что, если ты останешься со мной?» – предложила она. «Просто пока ты не встанешь на ноги». Глаза Эммы расширились от удивления. «Ты сделаешь это? Для нас?» Сара кивнула, чувствуя уверенность с каждой секундой. «У меня есть свободная комната. Это немного, но все же что-то. И я могу помочь с детьми, пока ты найдешь работу». Слезы наполнили глаза Эммы, и она крепко обняла Сару. «Спасибо», – прошептала она. «Огромное спасибо». В течение следующих нескольких недель Сара помогала Эмме и близнецам устроиться в своем доме. Были бессонные ночи, трудные дни и моменты, наполненные радостью и смехом. Но жизнь не закончила испытывать их. Однажды, когда она вернулась с работы, она заметила подозрительную машину, припаркованную через улицу. Чернокожий мужчина с сердитым выражением лица сидел внутри, уставившись на ее дом. Сердце Сары забилось быстрее, когда она быстро вошла внутрь. Она нашла Эмму, играющую с близнецами на одеяле в гостиной. «Эмма», — сказала Сара, стараясь сохранить спокойствие в голосе, «ты думаешь, твой бывший парень мог узнать, где ты?» Лицо Эммы побледнело. «Почему? Ты видела его?» Сара серьезно кивнула. «Я думаю, он снаружи. Не волнуйся, я не дам ему причинить вам вред». Эмма взглянула в окно. Увидев своего бывшего парня, она поспешила в комнату к близнецам, где Сара уже держала детей на руках. «Он здесь», – прошептала она, дрожа от страха. Мысль Сары мчалась в голове, когда она пыталась выяснить, что делать. Затем она вспомнила о задней двери, которая вела к переулку позади дома. «Следуй за мной», – прошептала она. Они могли видеть, как он приближается к дому. Сердце Сары колотилось от страха, что их могут обнаружить. Только когда они достигли задней двери, они услышали голос кричащий: «Эмма, я знаю, что ты здесь!» Сара быстро открыла заднюю дверь и прошептала Эмме: «Беги в дом миссис Джонсон, который рядом. Когда ты доберешься туда, позвони в полицию». Когда Эмма исчезла с близнецами, Сара повернулась, чтобы встретиться с незнакомцем. Ей было страшно, но она знала, что должна дать Эмме время, чтобы добраться до безопасности. Тем временем Эмма прижала своих близнецов к груди, спеша к дому миссис Джонсон. Старая женщина поливала свой сад, когда услышала шум. Она обернулась и увидела Эмму, бледную и дрожащую, зажавшую в руках двух детей. «О боже, дорогая, что происходит?» – спросила она, бросившись на помощь. «Пожалуйста», – задыхаясь, сказала Эмма. «Нам нужна помощь. Мой бывший, он в доме Сары. Нам нужно позвонить в полицию». Ни на секунду не раздумывая, миссис Джонсон быстро впустила Эмму и близнецов внутрь. «Заходите быстро», – сказала она, запирая дверь за ними. Старая женщина немедленно позвонила в 911. «Алло. Нам срочно нужна полиция.
твердо сказала она в телефон. «В доме моего соседа есть незнакомец, и молодая мать с детьми пришла сюда за безопасностью». Вернувшись в дом Сары, шаги мужчины хрустели по гравию, когда он приближался. Его лицо было искажено гневом. Сердце Сары колотилось быстрее, когда она смотрела на него через окно. Его кулаки были сжаты по бокам. Когда он подошел к передней двери, он стучал по ней так сильно, что весь косяк дрожал. «Эмма!» – закричал он, его голос полон ярости и отчаяния. «Я знаю, что ты там! Открой дверь!» Сара глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Она знала, что должна выиграть время для Эммы и близнецов, чтобы они смогли сбежать. С дрожащими руками она расправила свою рубашку и подошла к двери. Она немного приоткрыла ее, оставляя цепочку запертой. Она взглянула на мужчину, выставляя подбородок, пытаясь выглядеть смелее, чем на самом деле чувствовала. «Могу я вам помочь?» – спросила она. Ее голос был уверенным, несмотря на страх. Глаза мужчины горели яростью, когда он пытался толкнуть дверь сильнее. «Где она?» – прорычал он. Его дыхание пахло алкоголем. «Где Эмма и эти дети?» Сара крепко держала дверь, не позволяя ему войти. «Я не знаю, о ком вы говорите», — соврала она. Ее сердце колотилось так сильно, что она думала, он мог это услышать. «Здесь нет Эммы. Вам нужно уйти сейчас же, или я позову полицию». Лицо мужчины исказилось от недоверия и гнева. Он наклонился ближе, его голос стал низким, опасно прорычав. «Не ври мне. Я видел ее через окно. Позволь мне войти, или я сломаю эту дверь». Мысли Сары мчались, надеясь, что Эмма и близнецы в безопасности и что полиция скоро приедет. Она знала, что должна отвлечь мужчину, сосредоточив его внимание на себе и сохранив их в безопасном месте, там, где Эмма ушла. Сделав еще один глубокий вдох, Сара подготовилась к любому повороту событий, решив защитить семью, которую она полюбила. Но прежде чем мужчина мог сказать слово, громкий звук сирен прервал его. Полиция быстро прибыли и арестовала бывшего парня Эммы. Когда все закончилось, Сара нашла Эмму и близнецов в безопасности в доме миссис Джонсон. Они крепко обнялись, обе плача от облегчения. «Ты спасла нас», — сказала Эмма. Ее голос был полон благодарности. «Снова». Сара улыбнулась сквозь слезы. «Вот что делает семья», — ответила она. После ареста бывшего парня Эммы начался юридический процесс. Сара, почувствовав защиту Эммы и близнецов, призвала ее подать заявление и получить судебный запрет. Все еще потрясенная, но решимая защитить своих детей, Эмма согласилась. По мере приближения даты суда она становилась все более напряженной. Мысль о встрече с бывшим парнем пугала ее, но постоянная поддержка Сары придавала ей сил. В день судебного разбирательства Эмма глубоко вздохнула и вошла в зал суда, при этом рядом была Сара. Когда пришла ее очередь говорить, она подошла к трибуне, ее ноги дрожали. Но когда она начала говорить, ее голос стал крепче. Она рассказала о насилии, которое пережила, о страхе, который заставил ее оказаться на улице, и о том, как пыталась защитить своих нерожденных близнецов. «Я боялась каждый день», — сказала Эмма. Ее голос немного дрожал. Когда я сказала ему, что беременна, он очень разозлился. Он не хотел детей. Он выгнал меня с собой только в одежде, которую я носила. Эмма продолжила описывать месяцы, которые провела бездомной, всегда опасаясь, и дни, когда она падала в переулке. Она говорила более уверенно, рассказывая суду о угрожающих действиях своего бывшего парня в доме Сары. Сара сидела в зале, гордая храбростью Эммы. Когда пришла ее очередь свидетельствовать, она четко объяснила, что произошло в тот день, когда появился этот мужчина. Она описала, как он был агрессивен, как выглядела Эмма испуганной и как им необходимо было действовать быстро, чтобы сохранить безопасность Эммы
и близнецов. Судья внимательно слушал все, что они говорили, его лицо было серьезным. После анализа всех улик он принял решение. На основании данных свидетельств и представленных доказательств судья сказал: «Я выдаю постоянный судебный запрет против подсудимого. Он должен держаться не менее чем в 500 футах от Эммы, ее детей и их дома. Этот запрет также охватывает дом мисс Сары». Эмма разрыдалась от облегчения, а Сара крепко сжала ее руку. Судья продолжил: «Кроме того, подсудимому запрещено иметь какой-либо контакт с Эммой или детьми, будь то лично, по телефону, электронной почте или через других. Любое нарушение этого приказа приведет к его немедленному аресту и дальнейшим юридическим действиям». Когда они покинули зал суда, Эмма почувствовала, как с ее плеч свалился огромный груз. Судебный запрет означал, что она, наконец, может чувствовать себя в безопасности, зная, что закон на ее стороне. «Ты была потрясающей там», — сказала Сара, обнимая Эмму. Эмма улыбнулась сквозь слезы. «Я не смогла бы сделать это без тебя». Выходя, Эмма почувствовала новое чувство надежды. С судебным запретом на руках и поддержкой Сары она, наконец, могла начать сосредотачиваться на создании безопасной и счастливой жизни для себя и своих детей. Перед ними все еще могли встречаться трудности, но впервые за долгое время Эмма чувствовала себя свободной и защищенной. И вот, друзья, что вы думаете о решении Сары помочь Эмме и ее близнецам? Вы когда-нибудь были свидетелем момента, который казался действительно чудесным? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже и не забудьте поставить «нравится» и подписаться, чтобы не пропустить другие трогательные истории.